Трусова почти не изменилась. Неужели Плющенко копирует методы работы Тутберидзе? Похоже, Евгений так опасался провала русской ракеты, что позаимствовал опыт ее бывшего тренера. После перехода Александры Трусовой от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко, многие предрекали русской ракете резкий спад и скорое завершение карьеры. Но, похоже, Плющенко перестраховался и полностью исключил такой сценарий. Кажется, что несмотря на все громкие и амбициозные заявления, Евгений тщательно проанализировал работу Тутберидзе с уникальной фигуристкой и успешно применил полученные знания на практике. Правда, ничего принципиально нового он не сделал и Трусову пока почти не изменил. Неужели Плющенко не только забирает у Тутберидзе звездных фигуристок, но и копирует ее методы? Премьера Ридбергера откладывается. Прыжковый набор Трусовой в произвольной программе составлял одну из главных загадок этапа Кубка России в Казани. Многие ждали, что Саша продемонстрирует только что изученный Ридбергер, который освоила уже после перехода в Академию Плющенко. Но русская ракета решила не рисковать и показала лишь те прыжки, которые ей поставили тренеры Хрустального. В прошлом сезоне особые проблемы у Саши возникали с Сальховым, поэтому его замена на более дорогой Ридбергер могла показаться логичной. Однако в новом штабе пока решили не рисковать. Ридбергер отличается не слишком удобным заходом, при этом по базовой стоимости уступает и флипу, и лупсу, которые Саша уже прыгала на соревнованиях. Вообще Трусова рвалась изучать четверной Ридбергер еще в самбо-70, но тренерский штаб Тутберидзе сдерживал ее желание, поскольку в этом не было большого практического смысла. Видимо, в ангелах Плющенко это тоже понимают, из-за чего и решили повременить с премьерой прыжка, о котором грезит их главная звезда. Для достижения результата Саше нужно не гнаться за историческими достижениями и новыми записями в книге рекордов Гиннесса, а прибавлять в стабильности. Работая в группе Тутберидзе, Трусова с таким подходом была не согласна и считала, что ее потенциал сдерживают. Плющенко же на словах всячески приветствует усложнение программ своей подопечной и освоение ей все новых потрясающих элементов. Но при этом на соревнованиях Саша пока исполняет все те же прыжки, что и в прошлом сезоне под руководством Тутберидзе. Плющенко пойдет по пути Тутберидзе. Несмотря на многочисленные претензии, которые Плющенко предъявлял Тутберидзе, кажется, что кардинально менять принципы работы с Трусовой он не стал. Возможно, благодаря этому в катании Саши уже заметен прогресс. Ее прыжки стали выше, что помогает избегать недокрутов и помарок на приземлении, однако полностью избавиться от ошибок у нее все равно не получается. Да и в целом Трусова не изменилась, как бы в этом ни старались заверить фанаты ангелов. На обоих этапах Кубка России фигуристка не обошлась без падений. В Казани Саша начала с чистых Сальхова и Лутца, но потратила на них много сил и на четверном тулупе допустила осечку. Немного переведя дух на дорожке шагов, спортсменка показала чистую попытку тулупа в 4 оборота во второй половине проката, да притом в сложном каскаде с Ойлером и тройным Сальховым. А ошибка на каскадном Ридбергере в конце программы только подчеркнула, что Саше не хватает физической готовности на столь насыщенное сложнейшими прыжками выступление. Да и вряд ли кому-то вообще под силу прыгнуть 4 четверных за программу и не поплыть от усталости. Подобное случалось с Трусовой и раньше. По ходу прошлого сезона тренерский штаб Тутберидзе видел, что Саша физически не справляется с запредельной нагрузкой в произвольной программе, и старался упростить контент. В Академии Плющенко ее пока не просят прыгать меньше четверных, но ведь и в Хрустальном курс на оптимизацию был взят только после сорванных прокатов и поражений. Вполне возможно, что после первой же осечки и Плющенко попросит свою подопечную снизить риск. Тутберидзе тренер, Плющенко менеджер. В плане артистизма какого-то колоссального скачка у Трусовой тоже пока не видно. Да и в целом раскрыть сложный лирический образ с таким набором технических элементов практически невозможно. Прыжки отнимают уйму сил, а нынешние программы не оставляют фигуристам ни секунды на отдых. Поэтому Саша концентрируется исключительно на прыжках, а на все остальное просто не хватает энергии. То же касается скольжения и контроля за движениями.
Тем не менее в Академии Плющенко все равно стараются привить Александре более женственное лиричное катание. По сути, тем же занималась и Этери Тутберидзе, когда пыталась научить Сашу кататься не только технично, но и выразительно. В целом методы Плющенко и Тутберидзе в отношении работы с Трусовой нельзя назвать кардинально разными. Судя по всему, несмотря на все заявленные амбиции, Евгений опасается провала с русской ракетой и активно использует методы и наработки своих оппонентов из «Хрустального». Любые новшества вводятся крайне осторожно, а главная заслуга Плющенко характеризует его скорее не как гениального тренера, а как хорошего менеджера, способного создать для своих ведущих спортсменов идеальные условия. Один президентский люкс в Казани чего стоит.